Well, good morning, everyone, and thank you for joining us in this second of 3 webinars. Доброе утро, он говорит, поскольку у него утро, и спасибо за то, что присоединились к нам, да, наш второй из серии 3 вебинаров. Today I'm going to talk more specifically about communication and speech and language issues. Сегодня я буду говорить более конкретно о вопросах коммуникации языка. I'm going to use videotape to illustrate some of my points. Я буду использовать видео для того, чтобы проиллюстрировать основные моменты. And one of the tools I'm going to share with you is called the communication matrix, which is available in Russian, incidentally. И один из инструментов, которые вы можете использовать, которые я сегодня вам покажу, это матрица коммуникации, которая также доступна на русском языке. So this morning I'll talk about language, how to develop it, and how as speech-language people we analyze language. Я поговорю о языке, о том, как развивать язык, и о том, как мы, логопеды или люди-профессионалы, работающие в этой сфере, анализируют и рассматривают язык. I'm going to talk about how communication or interaction is far more than words. It also uses gestures and other nonverbal communication. И я также буду говорить о том, как коммуникация или беседа являются чем-то намного большим, чем только слова, как это включает в себя также жесты и другие способы коммуникации. When I talked to you at the first webinar, I made some specific points that I'd like to outline one more time. Когда я проводил первый вебинар, я упомянул несколько пунктов, которые я хотел бы повторить также и сегодня. I showed videos and talked about the importance of giving more children time for waiting for them more so they have an opportunity to communicate. Когда я показывал видео, я говорил о том, что как важно давать детям достаточно времени, то есть ждать от них реакции или инициативы для того, чтобы у них была возможность проявить инициативу или каким-то образом показать коммуникацию. I talked a lot about strategies of helping the children be the leaders so that they are initiating communication instead of just always responding to us. И также о стратегиях, как мы можем помогать детям развивать лидерство в коммуникации, чтобы они могли брать на себя инициативу, а не только ждать от нас инициативы. I talked about how it's important to tease children and woo them so that they want to communicate and interact with us. Как важно также, чтобы как будто бы заигрывать с детьми, привлекать их к участию для того, чтобы они также начали проявлять инициативу для этого. And then I talked about how important it is to be playful and fun and enjoy children who have autism. И также как важно делать это в игровой манере, получать удовольствие, веселиться, и любить этих детей с аутизмом. So this morning, let's get going and let's go on to that second slide, the one titled "The Next Slide Look For." Oksana. Mm-hmm. I put this slide in just to show a typically developing child, his eye gaze, and how important and expressive faces are. То есть на втором слайде эта картинка девочки, я просто ее сюда поместил для того, чтобы мы увидели лицо типично развивающего ребенка и насколько яркий взгляд, выражение лица, интерес мы можем видеть в лице ребенка. Okay, so I'm going to show you 2 video clips in a minute, and here's what I want you to watch for, to pay attention to. Я сейчас покажу вам 2 видеоклипа, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующее. I want you to watch
the eye gaze in both of these children, whether it's present or absent. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на взгляд или переводы взгляда у обоих из этих детей в двух видео. Присутствие этого или отсутствие. I want you to look at these two children's gestures, how they use their hands, how they use their faces. Также обратите внимание на их жесты, жесты, которые они используют руками, и также жесты лица. I want you to look at how their face and body are oriented to their other partners in the playtime. Также на ориентацию их тел по отношению к напарникам по игре. Look at and make note of the kind of language they use, including words or partial words or sounds. А также какой язык они используют, включая полные слова, частичные слова или просто звуки. I want you to look at the kind of play that they're exhibiting with the toys that are available to them. Тип игры, который они используют с помощью игрушек, которые у них под рукой. And then look at how, overall, how responsive the child is to their play partners, the other people in their environment. И насколько они реагируют на напарников по игре или на людей в их окружающей среде. Okay, so the first video will be of James, a little boy, and his parents, or James and a little boy just playing with each other. I want you to just pay attention to his faces, what his eyes are, and how responsive he is. He sticks the whole thing in, and he'll slowly work around. Okay, now, okay. See with him, he enjoys this interaction. You can tell by his face and his motions and his body. Посмотрите, насколько ребенок получает удовольствие от происходящего. Это видно в его лице, в его руках, по его положению тела. He understands this is a game, and he's playful and waiting for us to take Понимает, что это turns. игра. Ему нравится эта игра, и он ждет нашей очереди, когда мы что-то ему покажем. Okay, go to the next one, right, Bob? Go to the next one, sure. The next video is a little boy with autism, Jason, and keep track of the same ideas, but watch the difference in their И interaction. в этом видео вы можете видеть мальчика с аутизмом. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на те же факторы, на те же моменты и заметили разницу. This is part of an assessment where we just give children an opportunity to engage with us when there's a lot of toys in the room. Это происходит во время, когда ребенка привезли к специалисту с подозрением на аутизм, и мы просто даем ребенку возможность быть среди игрушек и наблюдаем, что они будут делать. And look again at where his body is oriented. Look how he plays with toys and how he does not, of course, include other people in his play. Обратите внимание, в какую сторону повернуто его тело, что он делает с игрушками и насколько он не обращает внимания на людей вокруг. So Jason is isolated, not communicating, and not sharing play with other people in his room. То есть он не коммуницирует с людьми вокруг и не вовлекает в игру с ним людей, других людей в комнате. Okay. All right. Let's go on to the next slide. So I'm going to talk about language.
very quickly what it Я буду is. говорить о языке. And, Что это такое? so, language. Language is a code where we represent ideas or concepts using symbols. Так, язык это как социальный принятый код, с помощью которого мы представляем концепции с помощью символов и каких-то правил. So a symbol could be a word or a sign or a picture. Символом может быть либо слово, либо жест. And those symbols, that word or that picture, represent an idea that we both understand. И этот символ или это слово, они представляют собой идею, которая нам всем понятна. And also every culture has, or every language group has their own rules for combining those symbols into syntax, into sentences. И у каждой культуры или в каждом языке есть свои правила, каким образом эти слова или эти символы группируются и используются правила синтакса. In some languages, the verbs occur at different points in a sentence than in others. В разных языках глагол ставится в разное место в предложении. So that's the code, those are the symbols. Then we use the code or those symbols to communicate ideas to others. И потом мы берем этот код или эти символы для того и передаем наши идеи другим людям, окружающим. So when I communicate, it requires two or more people for that exchange of ideas to happen. То есть коммуникация требует как минимум 2 человек для того, чтобы обмениваться мнениями или информацией. So when I communicate, I use that socially shared code, those symbols, to get ideas across to others. То есть когда я коммуницирую, я использую этот социально приемлемый код для того, чтобы поделиться или передать свои идеи. When we assess children, we also look at, with ideas of receptive language, what they understand, and expressive language, what language they use themselves. То есть когда мы ведем диагностику детей, мы также обращаем внимание на их рецептивный язык, насколько они понимают язык, и на их экспрессивный язык, насколько они могут им пользоваться. And so it's important as we talk about language in general, but especially for kids with autism, that we understand this idea. И очень важно, чтобы мы понимали эту идею по отношению к любым детям, но особенно по отношению к детям с аутизмом. Communication requires at least two people. We use symbols and we go back and forth with others to communicate our needs together. Эта коммуникация подразумевает как минимум 2 человека. Мы используем символы для коммуникации, и коммуникация происходит, когда мы говорим или передаем свои идеи или нужды по очереди. So communication is not just me teaching a child to say a word, it's teaching the child to use that word back and forth with me. То есть коммуникация это не просто, когда я учу ребенка какому-то слову, но это когда я учу ребенка использовать это слово в коммуникации туда и обратно между людьми, между напарниками. So let me show you another couple of video clips of children who are not autistic, and one who has a language disorder and one who is typically developing. И я хочу вам еще показать пару видео с детьми. Это дети без аутизма, но у одного есть какое-то другое расстройство речи, и один ребенок совершенно типичный. So the first video is a girl named Sika who has a language delay but is very interactive. Первое видео это девочка Сика, и у нее отставание речи, но при этом все остальное типичное развитие. Let me see. Can you help me? I don't know which one is softer.
Почему-то видео у меня тоже не показывается. Секундочку. Я еще раз попробую. Let me see. Can you help me? I don't know which So one this is softer. one of our therapists named Ah. Kim, So and she's kind of working on squeeze the some orange language for me, concepts with this and little then girl. kind of squeeze the blue. Она, Squeeze the blue. специалист, работает над разными концепциями языка. Oh, that's hard. Let's see. Покажи мне, какая самая мягкий. Вот этот твердый. Вот этот мягкий. Which one is soft? Вот это сожми, какой мягче? They're both По-моему, оранжевый мягче. They're both soft. But what about А значит, они оба мягкие. harder than the blue or softer than the blue? Maybe you could put one in each. Желтый или голубой мягче? Which one is harder? Давай голубой сюда, желтый туда. The blue. Какой тверже? Some blue and some yellow. Oh, and here's some more blue for you. Tell me. Голубой тверже. Попробуй. I think the А, blue. Is the blue softer? какой Or is it мягче? harder? А, Oh, so the голубой blue is мягче. Голубой softer. мягче или тверже? Softer. And this one is so soft. Ага, то есть голубой тверже, а желтый мягче. А оранжевый So вообще мягкий мне нравится. You can see in this clip, Sika has quite a bit of language. Kim is helping her to use more abstract and advanced concepts in her language. И вы можете видеть видео, что у этой девочки достаточно большой словарный запас, и специалист просто помогает ей использовать и понимать более абстрактные понятия. The next You wanna go to video the is a next little one? boy named Cam. Yeah. В следующем видео мальчик Кем. Oh no, what are we gonna do? О, что мы будем делать? In the water, the train? Будет прыгать в воду. Поезд? Here's some water. Oh, Здесь вот. Давай сюда водички покладем. Что Лора сделала? Водички туда поклала. Uh-oh. Can we drive it? No. Drive it around? No. Давай повезем поезд. Can you drive it? О, в воду сейчас поезд. Что будем делать? Okay, that's enough. We should do stamps. Okay. So you see on both of these video clips, the first one, Sika, is delayed in her language, but she's certainly interactive. То есть в этих видеоклипах могли видеть, что у девочки есть отставание в языке, но при этом она очень хорошо коммуницирует со специалистом. The second boy is, actually this was his last therapy session and his language has developed fine, so we were discharging him this day. У мальчика, которого вы видели, это было его последнее занятие, как бы у него до этого также было отставание в речи, и мы его подтянули, и его язык вышел на нормальный уровень. But you can see both of these children use facial expression, words, posture, all of the important communication tools effectively. Вы могли видеть, что дети эти используют выражение лица, положение тела, жесты, то есть все разные способы коммуникации для того, чтобы эффективно общаться и коммуницировать. And I think it's important to remember and think about typical language development in children because that is the template
that we use when we teach kids how to use language. То есть нам важно знать и понимать вот эти основные стадии или основные способы типичного развития языковой коммуникации для того, чтобы мы могли наблюдать их и искать их и помогать детям с аутизмом развивать их. Let's go on to the next slide, Oksana. So, how do we use symbols? Как мы используем символы? Some symbols are gestures, so that when I wave bye-bye to someone, that waving is representing the idea of goodbye. То есть один из символов это является жест или жестикуляция, например, когда мы машем пока-пока, таким образом мы передаем идею того, что мы прощаемся. Or if I flap my arms back and forth, pretending to be a bird, that is a gestural symbol representing a bird. Или если я махаю руками вот так вверх-вниз, то, возможно, это символом я показываю, что я как птичка летаю. And then, of course, we use spoken language. So we use words of varying lengths, sentences of varying lengths to communicate our needs. И мы также используем разговорный язык, мы используем слова разной длины и предложения для того, чтобы передавать свои нужды. Some people use sign language to communicate. Некоторые люди используют язык жестов. And we often use sign language as an intermediate step to teach kids to communicate when they don't yet have words. И иногда мы используем язык жестов в качестве моста для того, чтобы помочь детям, у которых еще не развиты языковые способности, чтобы развивать их. And then we often use pictures to communicate, such as road signs and pictures of things in your environment that communicate various traffic rules to you. Мы также используем картинки, например, дорожные знаки, которые мы все видим, когда едем по городу, они также являются способом коммуникации каких-то определенных идей для нас. And we use pictures with children for communication to set up a visual schedule or to have a picture exchange communication system. Иногда мы используем картинки с детьми для того, чтобы делать это для них визуальное расписание, и также картинки для того, чтобы они могли передавать нам свои идеи. So let me show you these next two video clips. One is of a little boy named James who is using sign language to communicate before he spoke. Следующие два видео, которые я покажу, одно из них мальчик Джеймс, который использовал язык жестов до того, как он начал говорить. And the other is a little boy named Luke, who is markedly severely autistic and only uses a few sentences and words to communicate. И другой мальчик Лук, у которого аутизм, и у него очень малый словарный запас, он использует только несколько слов или предложений для того, чтобы свои нужды передавать. So let's do those next two videos. Yeah, thanks. So James is nonverbal, but you'll see he's using signs to communicate. Но вы увидите, что он использует жесты для коммуникации. Поезд, да. Let's drive it. Oh, my turn. So he's saying my turn. Это он показывает моя очередь, это рукой по груди. Вот, младенец, ребеночек. Толкать. На поезде поедем. Speaking of trains, okay, here we go. Okay, so listen, it goes like this. Let's put this in here. Oh, Вот это сюда покладем. Okay, bye-bye. Bye-bye, bus. Bye, пока. Bye-bye, bus. Where should we get out? А теперь что будем говорить? Should we do cars? Or should we do trains? Or what? Cars, машина.
Поезд. Поезд. Should we trains? Oh wow, this will be great. Поезд. Okay, should I open it? Yeah, I'll open it. Sure. Открывать. I'll open it. So James used sign to communicate his needs well before he used words. You saw him Джеймс научился pointing. использовать жесты намного раньше, чем он начал говорить. Вы видели его, как он показывал на то, что ему нужно. He used signs for train, for mine, for a variety of things to communicate his needs. Вы также могли видеть, как он показывал жестом слово «поезд» или «моё», или другие какие-то слова. You heard one word, go, that he used. Вы слышали одно слово, только которое он использовал. Он сказал «go», «поехали». But everything else was nonverbal and was gestural and sign communication. Но все остальное было невербально, а использовалась коммуникация жестов. So James used signs to communicate his needs, which were very effective until he could learn to speak. То есть Джеймс использовал жесты и научился их использовать достаточно эффективно до того, как он начал пользоваться языком. He developed a vocabulary of almost 200 signs, many of which he made up himself before he used words. У него было почти 200 жестов в его словарном запасе, так сказать, и многие из них он как бы сам сделал, сам разработал. But then as he got more words, the signs gradually dropped away. Но постепенно, чем больше этих жестов у него появлялось, начали появляться слова, эти жесты отмерли, так сказать. Okay, let's do the next one. This next one is Luke. Следующее видео. У меня мальчик Лука. So this is Luke and one of our therapy assistants. И вы можете здесь видеть Луку и одного из наших ассистентов. Я остановила, думала, может быть, Богу еще комментировать. We're trying to build communication with him. Сюда, Мэйла, нам на руку. Мы пытаемся коммуникацию строить. Давай тебе на руку, можно? На руку вот сюда. Так приятно, да? Можно мне на пальчики, пожалуйста? На пальчики. Давай на вот эту руку, может быть, тебе тоже? На вот эту руку. So I'm trying to set up scenarios where he needs to use words. Я пытаюсь создать для него такие моменты, чтобы у него была потребность использовать слова. А на вот эту руку? I'm trying to have a good pace, so I'm not too fast. Я пытаюсь сделать это не слишком быстро. And I use this hand sanitizer because the cooling effect on his arm is somewhat stimulating for him. И я использую здесь вот это мыло специальное, потому что он любит такой охлаждающий эффект, который оно на кожу производит. We have to be careful because he does love to grab hair. И нам нужно быть осторожным с ним, потому что он любит хватать все. My assistant has to be more careful than me because she has a lot more hair. И моему ассистенту нужно быть более осторожной, потому что у него волосы длинные.
again. Wait, I gotta take all of these things Пытается out. I галстук forget sometimes. спрятать. Oh, sorry. I'm gonna tuck this in my shirt. Oh, look, I forget. Oh, hey, is it all gone? Ой, я Is it all gone? забываю, что мне надо спрятать свой галстук. Нету галстука теперь? Нету. You want some soup on your hand? Yeah, that's that. So I'll show you a clip of Luke a little later where we are working more on language, but this was a difficult session. Я покажу вам еще позже видео с Лукой, когда мы работаем над его языком. В этом случае это была достаточно сложная ситуация. Luke's language comes and goes. Sometimes he uses more than at other times. Его языковые способности как то лучше, то хуже. Порой он использует язык. Sometimes he's more compliant or interested in our materials than other times. Иногда он более послушный и заинтересованный в каких-то вещах, которые мы ему предлагаем, а иногда нет. But we try to provide interesting toys and activities that help him communicate the best that he can. Но мы всегда стараемся найти какие-то игрушки, какие-то вещи, которые ему интересны, для того, чтобы дать ему как можно больше возможностей для коммуникации. Okay, let's go on to the next slide, Oksana. So as a speech-language person, when we evaluate language and teach language, here's some of the things we think about. Мы, как логопеды, когда мы смотрим язык и проводим оценку языка, вот определенные категории слов, на которые мы обращаем внимание. We analyze both grammar and the word structure. Мы смотрим на грамматику и на структуру слов. As I mentioned, typical language development, normal language development, provides the template or the outline on what we teach. И, как я уже говорил, что типичное развитие языка является стандартным, тем стандартом, который мы используем для того, чтобы учить детей с проблемами речевого развития. Children use one-syllable words and then two-syllable words. So that's how we start. One syllable, then two-syllable. Когда дети начинают говорить, они начинают использовать слова однослоговые, потом начинают использовать два слога. Children use a word fragment, a consonant vowel, before they use the whole word of a consonant vowel consonant. То есть сначала дети начинают использовать сочетание согласное, гласное до того, как они могут использовать целые слова или слова типа согласное, гласное, согласное. And when children are developing language, typically they use words from all of the following categories. И обычно они начинают использовать слова со всех последующих категорий. They use social words such as hi or no. Социальные слова типа «привет» или «нет». They use nouns such as juice and baby and descriptors such as dirty and hot. Они также используют существительные типа «сок» или «ребенок» и описательные слова типа «грязный» или «горячий». When we teach these descriptors or adjectives in our clinic, we do it in a purposeful way. Когда мы учим описательным словам или прилагательным, мы учим этому с определенной целью. We don't typically teach the concepts by teaching the opposites, such as hot and cold. Мы не просто учим их для того, чтобы учить антонимам типа «горячий», «холодный». Instead, we teach the more descriptive of that word pair. So things that are hot or things that are dirty or things that are yucky are easier learned by children.
Вместо этого мы учим, когда мы учим описательному слову типа горячий или грязный, мы используем для этого те существительные, которые обычно горячие или грязные. We teach the concept of something disappearing, it's all gone, and the concept of recurrence, which is such as more. Мы учим концепции исчезания, когда что-то заканчивается или пропадает, например, все, больше нет, или концепции повторения, например, как еще, когда ребенок хочет еще чего-то. And we teach verbs. И мы также учим глаголам. So let's, Oksana, let's do this little clip of Troy. I have a feeling that Troy? there was one clip which I did not put in. Somehow Oh, I just noticed it. Do you want me to still put it in or do you want to skip it? nope, let's go on. No, let's go on. Doesn't matter. Okay, let's go on to the next What's that? slide. Let's go on to the next Okay. slide. The how and why of language. Okay. Мы переходим на следующий слайд. So when we think about language and are teaching these concepts to children, these are two important principles. Когда мы учим языку этим концепциям, есть два очень важных принципа. У меня почему-то не передвигается слайд. We talk about or describe the function of language. Is it to get something from you or to engage in a social interaction? Мы пытаемся понять функцию языка. Это для того, чтобы получить что-то от нас или для того, чтобы просто коммуницировать, общаться. Or is it to draw attention to someplace else so that both of us look at an object just for the pure pleasure of looking at it? Либо мы просто пытаемся показать на что-то для того, чтобы обратить внимание другого человека на какую-то вещь или предмет, для того, чтобы мы просто оба могли общаться и получить удовольствие от этого предмета. Another function of language is to protest. I don't want it. Это также функция языка может быть протест, когда мы чего-то не хотим. So we looked at the function of language, why they're doing it, but we also look at how people communicate, how children communicate. То есть мы смотрим на функцию языка, для чего ребенок использует язык, но и мы также смотрим на способы коммуникации. And as I mentioned before, we communicate using gestures or words or sounds or signs. То есть, как я уже говорил, мы сможем использовать слова, можем использовать жестикуляцию, можем использовать жесты, либо какие-то звуки. It's also important to look at the ratio of why children use language. Также очень важно обращать внимание на соотношение разных категорий языка у ребенка, почему он использует язык. Children who are on the autism spectrum use language 4 times as often to request as they do to describe. Дети, у которых есть дети с аутизмом, они чаще всего используют язык повелительный, то есть когда они что-то просят или им что-то нужно, в 4 раза чаще, чем повествовательный язык. Children who are developing language typically use 4 times as much language to describe as they do to request, the exact opposite. А у детей с типичным развитием происходит совершенно противоположное. Они используют повествовательный, описательный язык в 4 раза чаще, чем повелительный. So when we're working with children with autism, it's important to remember these concepts. И поэтому, опять-таки, когда мы работаем с детьми с аутизмом, важно помнить и обращать внимание на эти концепции. Children with autism need to learn far more than just requesting. They need to learn language for the social function and then to draw attention to something away from them.
То есть дети с аутизмом должны научиться языку, но не только языку, чтобы просить давать знать о своих нуждах, но также языку для развития социальных отношений и для того, чтобы просто привлекать внимание для общения. And children with autism need to learn to use gestural communication, Им также especially нужно all the научиться жестикуляции. Okay, let's show that clip of Kobe. It's called the Large Seven, I think. Сейчас мы перейдем к следующему видео. Yep, I'm ready for that one. So this is a little boy who is nonverbal. Итак, в этом видео вы видите ребенка, который не разговаривает. What I'm trying to do with him is entice him to engage with me and especially work on his facial gaze. И я пытаюсь завлечь его для того, чтобы общаться со мной, и особенно стараюсь работать над его выражением лица. You'll see the way our clinic is set up. I'm between him and the toys, so he has to communicate with me. Вы видите, в нашей клинике у нас так все устроено, что я обычно нахожусь между ребенком и игрушками, для того, чтобы ребенок имел потребность со мной общаться. He has no words, he has no gestures at this point, but we're trying to work on his facial gaze directed at my face. У него нет пока слов в рационе, нет жестов никаких. Мы сейчас работаем над его взглядом, для того, чтобы он начал переводить свой взгляд и обращать внимание на меня. Here's his tail. I'm trying to do this activity that interests him and gives us an opportunity to interact. Я пытаюсь заниматься чем-то, что ему интересно, и пытаюсь завлекать его для общения. So even though he's not showing much excitement about this noisy puzzle, I'm trying to demonstrate that affect. То есть, хотя он своим видом не показывает особой радости по поводу вот этого пазла с разными звуками, но я пытаюсь проявлять реакцию и моделировать ее для него. Wow. Should we do this one? Down in here? Okay, we go. So I'm trying to keep him engaged. Я пытаюсь завлекать его, чтобы ему было интересно. Doing an activity with me. Делать это со мной. At a slow pace. На достаточно медленной скорости. And see that there is a facial gaze directed at me plus a smile. И вот он перевел взгляд на меня чуть-чуть и даже улыбку чуть-чуть показал. That's the best communication he has, so I want to get more of that. На данном этапе это лучшая его коммуникация, которая у него есть, и я пытаюсь ее развивать. I put the pieces at my face because I want to draw his attention to my face. Я кусочки пазла к лицу подношу, потому что я хочу, чтобы он на лицо обратил внимание. See, this is an interaction. He's giving me these pieces back Здесь so that we could do it происходит again. общение какое-то, так сказать, поскольку он кусочки мне возвращает для того, чтобы мы опять повторили занятие. There it is again. The look at my face and the smile communicating pleasure. Которые коммуницируют, что ребенок получает удовольствие. This takes a long time, and I can't be in a hurry. Но требуется много времени для этого, и я не могу спешить здесь. There was another look with a smile directed at my face. Опять-таки, быстрый взгляд с улыбкой на лицо.
Okay, that's enough. Oh, oh my. So what I'm trying to do with Kobe is work on his facial gaze, his gestural communication, so that he engages with me. То есть, что я здесь пытаюсь сделать, это я пытаюсь работать над его выражением лица, над его жестами, для того, чтобы он как-то интерактивно со мной, более интерактивно со мной общался. We do other activities with him, helping with his receptive language, following requests, and those kind of things. But this is the initiation piece where I'm teaching him to be the initiator. Мы также работали с ними и над другими концепциями, мы занимались с ним над тем, чтобы работать над его рецептивным языком, но в этом случае мы пытаемся развивать инициацию с его стороны. Let's go on to the next slide, Oksana. So I've mentioned this in a variety of ways, different ways that we communicate. Я уже несколько раз упоминал разные способы, с помощью которых мы коммуницируем. As speech and language clinicians, we're concerned with all of these portions or parts of communication. И логопеды, специалисты по речи обычно рассматривают все вот эти способы коммуникации. We work on gestural communication, the more obvious such as pointing, but the less obvious such as a wink or a pouting gesture. То есть мы обращаем внимание на жестикуляцию ребенка, соответственно, показывать указательным пальцем является достаточно таким четким, ясно видным способом жестикуляции, но есть более скрытые, скажем так, когда ребенок умеет подмигивать глазом. We work helping children have a more natural rate of speech or stress and appropriate pauses in their communication. Мы также помогаем детям налаживать более социально принятую скорость коммуникации, интонацию, ударения и паузы в тех местах, где это необходимо. We often have to teach children how to orient their bodies, how to look at others, and how important those are in communication. Также учим детей положению тела, расстоянию от собеседника и также другим важным моментам коммуникации подобным. We often also work on proximity or the appropriate distance between the speaker and his or her conversational partners. Мы работаем над тем, чтобы развивать у детей социально приемлемое расстояние между ними и собеседником. Let's go ahead and show the next video. Let's show the Eli and Carrie laughing video, Oksana. Следующее видео. I want you to notice their rhythm. This is a typical child and his mother. Чтобы вы заметили ритм общения, это типичный ребенок и мама. They're very much taking turns. They're reading each other's faces, and the pace is very nice. Они по очереди реагируют, они обращают внимание на выражение лица друг друга, и вот эта скорость общения такая очень хорошая. Застрял. So they have a nice rhythm together, and they're interested in each other. Okay, Хороший let's go ритм on. между ними, и интерес присутствует у обоих. And of course, that's one of our goals, is this noticing, being interested in each other, and depending on each other for this interaction. И это наша цель, чтобы была заинтересованность, чтобы коммуникация происходила, и вот такой ритм хороший. Okay, let's do the communication matrix. Okay. Oh. So this communication matrix is a tool
that I mentioned is available in Russian. Матрица коммуникации является хорошим инструментом, который, я уже как упомянул, доступна на русском языке. That helps us understand how a person is communicating now and what the next goals are in communication. И она помогает нам понять, определить, на каком этапе развития находится ребенок сейчас и какие цели мы можем развивать на будущее. And it goes through a series of questions, and parents fill this out themselves for their own interest and needs. И есть серия вопросов, которые родители могут рассмотреть и обратить внимание на их нужды и интересы. And the nice thing about this tool is you can fill it out online, and it provides you with a lot of information. Вы можете заполнить эту таблицу в режиме онлайн и задать вопросы, и оно поможет вам ответить на многие вопросы. It's important because it helps us understand that before a child uses words, there's a number of steps they have to go through first. Это очень важно, потому что это помогает нам понять, что до того, как ребенок начинает использовать слова, есть определенные этапы, которые он должен пройти до этого. So that it's important for us to work on the underlying skills, such as helping a child become more intentional in their communication, before I just work on words. Это помогает нам видеть и понимать, что до того, как я могу начинать работать с ребенком над словами, нам очень важно заложить сначала более другие основополагающие навыки, например, такие как инициация или проявление инициативы. I'll just briefly talk about these stages, but you can look at this online yourself, and I think it will be a very great help to you. Я быстренько здесь упомяну эти стадии развития, но вы также можете посмотреть на них в онлайне на этом сайте, и я думаю, что для вас это будет очень полезно. Dr. Rowland, who developed this tool, is one of my colleagues at Oregon Health Science University. Доктор Роланд, который разработал эту систему, он является моим коллегой в университете штата Орегон, в университете слуха и языка. And she has 25 years of experience in working with children who have significant delays in communication. У нее огромный опыт, 25-летний опыт работы с детьми с нарушением коммуникации. Not only autism, but children who have cerebral palsy and other disorders. Не только с детьми с аутизмом, но и с детьми с ДЦП и с другими нарушениями. So I'll just briefly go through the stages just to highlight them. Я очень быстренько пройду по стадиям для того, чтобы главные моменты просто упомянуть. So first, children at their youngest ages are, we call it pre-intentional. Маленькие дети, их первая стадия – это ненамеренное поведение. So that means a child perhaps cries or a baby cries, and it is reflecting that they're in distress or pain, but they're not intentionally communicating anything. То есть, например, когда ребенок плачет, это обычно коммуницирует нам или говорит нам, что ему некомфортно, он либо голоден, либо что-то некомфорт он ощущает, дискомфорт. So it just reflects the state of the child, their internal state. То есть эта стадия показывает нам, отображает общее состояние ребенка. The second stage is intentional behaviors, where the child is exhibiting an action of some kind, perhaps touching their tummy. Это намеренное поведение, когда ребенок делает какое-то действие, такое как, например, трогает свой животик. And the child is not yet purposeful, but the parents can understand what the internal state of the child is. И ребенок это делает еще пока не с конкретной целью, но родители или те, кто о нем заботится, могут интерпретировать и понимать это поведение. So the parents are using that
signal of touching the tummy, for instance, to say, oh, my child is hungry, I should feed him. То есть родители начинают понимать и видеть этот сигнал как то, что, наверное, мой ребенок голоден, и предлагает ему пищу. So the parents are interpreting their behavior as a signal that the child has a need. То есть родители интерпретируют его поведение как сигнал того, что у ребенка есть определенная нужда. But this is really important because that's what leads to the next stage, which is purposeful communication from the child. И это очень важно, потому что это ведет на следующую стадию, когда поведение становится целевым, оно имеет цель, оно имеет определенное намерение. Because then the next step, the unconventional communication, the child is purposefully telling their caregivers something, but it's in a way that only their caregivers understand. Это ведет на следующую стадию, которая называется нестандартное общение, когда ребенок каким-то конкретным образом показывает свое намерение, но это намерение чаще всего понятно только родителю или человеку, который заботится об этом ребенке. So, Oksana, let's show this next video, the Nicholas requesting tickle video. Сейчас мы покажем следующее видео. So what you'll see on this video is that I am trying to engage with this little guy and help him become an intentional communicator. Вы увидите, что я здесь общаюсь с этим мальчиком и помогаю ему выработать намеренное поведение с определенной целью. This is his mother and sister as well. Тут также его есть мама и сестра. Так, сейчас почему-то I was requesting the toy, but instead it turned into a tickle game. Я пытался у него попросить игрушку, а вместо этого это перешло в такую игру со щекоткой. So I'm saying to his mom and sister, so wait to give him an opportunity to talk or to communicate. Мама с сестрой, и мы пытаемся ждать, чтобы дать ему возможность коммуникации. Now watch how he purposefully extends his arm to say tickle me. Видите, как он теперь, он сначала протянул руку без цели, а в следующий раз уже протянул руку четко с целью того, чтобы я его опять пощекотал. That's an unconventional communication, but it's very purposeful saying tickle me. То есть это нестандартный способ попросить щекотать, но это очень четкий, то есть мне это понятно, что он протягивает руку, чтобы я щекотал. Okay, thanks, Oksana. We can go on. Hello, Bob. Okay, so the Okay, next yep. stage is, we call it conventional communication. And this often doesn't occur as a separate stage. Often this is combined with the concrete symbol stage. They often go together. Следующая стадия – это стадия стандартного общения, и чаще всего она не происходит как отдельная стадия сама по себе, а она как бы идет вперемешку со стадией конкретные символы. Many times children just go from eye gaze and gestural communication into using words at about the same time. Очень часто дети очень быстро переходят от коммуникации взглядом, переводом взгляда и жестами, они сразу идут уже к словам. So that children use gestures such as reaching or pointing, and then that leads into eventually the use of words and sign and pictures. То есть, когда дети сначала используют на короткой стадии, там, протягивают руку, когда чего-то хотят, или пальцем показывают, и после этого переходят на просьбу словом или просьбу определенным жестом, жестовым языком, либо картинкой. So when I showed you that video clip of Nicholas, it was important to recognize that this is the primary
way he uses to communicate, just some reaching and perhaps selecting from one or two items. И когда я показал вам видео с Николасом, вот с мальчиком, очень важно понять, что его главным способом коммуникации на этом этапе было вот это нестандартные жесты, когда он либо протягивает руку, когда чего-то хочет, либо он также уже имел способность сделать выбор из двух предметов и выбрать то, что он предпочитал. But he was very clearly intentional and purposeful. He put out his hand saying, "Tickle me, Bob, some more." Но очень четко можно было видеть, что у него была четкая цель его жеста. Он хотел, чтобы я его щекотал. Okay, let's go on to the next slide. Следующий слайд. And then the two later stages are the use of abstract symbols, which we mean it's a word or a sign that represents an idea, but is not a picture of that idea. Следующая стадия – это абстрактные символы, что могут быть слова, либо жесты. Они являются символом какой-то идеи, но не описывают, не являются описательной картинкой этой идеи. But one of my points in sharing this communication matrix is we have to help children become purposeful and intentional in their communication, not just imitative. И одна из причин, по которой я делюсь с вами этими стадиями развития, поскольку мы хотим помочь детям научиться коммуницировать намеренно с определенной целью, а не просто имитировать коммуникацию. We help children become engaged when we woo them, when we play with them, when we do activities that help them want to engage with us. И мы помогаем детям участвовать с нами и принимать участие, так сказать, в том, что мы называем совместное участие, когда мы их завлекаем, когда мы заигрываем с ними в игровой атмосфере и пытаемся налаживать эту коммуникацию. So that we have to work on these pre-verbal language stages so that when a child does have gestures and words, they're using them appropriately, not just imitating them. То есть мы поэтому работаем над вот этими стадиями до того, как вербальная коммуникация появляется, для того, чтобы, когда дети используют жесты или слова, они использовали их намеренно с определенными целями, а не просто имитируя нас. And that was one of the objectives in my lecture last time, was just to show different strategies on how to engage children so they develop communication. И это была одна из моих целей прошлого вебинара, для того, чтобы показать, каким образом мы можем помогать детям налаживать эту целенаправленную коммуникацию. Let's go on to the slide of purposeful communication, please. Следующий слайд. So my next few slides are going to talk about these three ideas. Мои следующие несколько слайдов будут описывать вот эти следующие три идеи. One, that behavior is communication, so how can we become better listeners? Первое – это то, что поведение является коммуникацией. Каким образом мы можем научиться слушать лучше, более эффективно? How we can become more skilled at engaging children and taking turns with children. Как мы также можем развить в себе более эффективные навыки для того, чтобы добиваться совместного участия от детей. And how to follow the child's interest and lead, so we're doing things that interest them. И как мы можем помогать детям вести и идти за их инициативой для того, чтобы им было более интересно. So let's go to the next slide, communication. Следующий слайд. So communication, as we've talked about, is
where I am sharing my ideas in some way with someone else. То есть коммуникация – это когда я каким-то образом делюсь своими идеями с кем-то другим. And as I've demonstrated in some videos, we do that in many ways, such as using our eyes and our facial expression. И мы делаем это разными способами, используя наши глаза или используя выражение лица. Я прошу прощения, Bob, I think, I don't know if the video is still showing. Я прошу прощения, некоторые из вас пишут по поводу, сколько будет длиться видео. У вас видео до сих пор показывает? Потому что должен быть на экране слайд сейчас. Есть презентация. Okay. Okay. Yeah, keep going. Okay. And in older children, we have to work on some of these more subtle communication, so these more subtle communications, because we want them to engage their peers more effectively. И особенно со взрослыми детьми нам нужно работать над вот этими более тонкими моментами коммуникации, потому что мы хотим их научить тому, как более эффективно вовлекать напарников в общение с ними. So with older children who have more language, we still often have to work on pitch variation or how fast they speak, how close they stand to others. То есть с более взрослыми детьми нам все еще приходится работать, например, над такими моментами, как громкость их речи, скорость их речи, и насколько близко или далеко им нужно стоять по отношению к напарнику, когда они пытаются общаться. And how to teach children to wait for others and become interested in the interests of others so that they really develop a relationship. И также, как учить этих детей ожидать своей очереди в общении, то есть ожидать другого ребенка и научить их следовать интересам других детей. Communication is, as I've mentioned, a purposeful signal that we direct at others. Все-таки коммуникация – это целенаправленный сигнал, который мы направляем на другого человека. So in our therapy room, our school, our home, we need to arrange the environment so the child has more of an opportunity to communicate. Поэтому в школе, либо в нашем центре терапии, либо дома нам нужно таким образом создать окружающую среду, чтобы у ребенка была потребность в коммуникации. So instead of just assuming the child's needs, we want the child to become a purposeful, intentional communicator, where they're communicating their needs. Поэтому вместо того, чтобы просто предполагать, какая сейчас у ребенка нужда, или когда мы знаем, какая у ребенка нужда, нам нужно дать возможность ребенку целенаправленно ее коммуницировать, чтобы он стал целенаправленным, намеренным коммуникатором. And one way we do that is by putting things out of the reach of the child so that at the very least they're looking at what they want and then we respond to that gaze. И для этого, что мы делаем часто, мы так размещаем игрушки, чтобы ребенок не мог сам их достать, и таким образом мы даем ребенку возможность хотя бы глянуть в сторону игрушки и тогда отреагировать на взгляд ребенка, таким образом развивая его способность переводить взгляд на интересующий предмет. And then we help them use a gesture, such as a point or even reaching their arm, as another way of saying, I want that item. И мы также учим их таким образом, чтобы они либо протягивали руку, либо показывали пальцем, когда они чего-то хотят. And I mentioned that often at the beginning, we have to treat unintentional or non-purposeful gaze or reaching as purposeful, because then that teaches the children that when I do something, somebody responds. И, как я уже говорила об этом и показывала, иногда мы берем какой-то нецеленаправленный жест и помогаем ему стать целенаправленным, когда мы реагируем на него определенным образом. Таким образом мы учим ребенка тому, что определенное действие ведет за собой определенную реакцию.
Let's use that video of now Luke on leg. Ага. А сейчас мы просмотрим следующее видео. This video is of Luke, whom you saw earlier. Это видео Луки, которого мы уже видели в одном из видео. And one of our other therapists named Laura, whose name is Laura. И этот ассистент, терапевт, которую зовут Лора. And you'll see in this video that I am giving Luke an opportunity to communicate, and that eventually Laura steps in to model the communication, which re-engages him. И вы можете здесь увидеть, что я показываю, здесь пытаюсь завлечь его, и также завлекаю Лору, и таким образом она моделирует ту реакцию, которую я хочу видеть в нем, и через какое-то время он имитирует эту реакцию. When he wants to protest, he says, or does not want something, he says, I want the shaving cream away. That means I don't want the shaving cream. И он также здесь коммуницирует, когда он говорит, что я не хочу больше крем для бритья. All right, let's go ahead and show that. I'm going to put shaving cream maybe on your leg. Sure, here, let me put a little bit on your leg. So when he echoes it, that's his way of saying, yes, I want. Wow, shaving cream on your leg? Когда он эхо здесь повторяет за мной, это таким образом он коммуницирует, что он хочет этого. Okay, can I put some shaving cream on this other leg? Oh, how about the Other leg How about away. some shaving cream on your sock? Oh, put it away. Shaving cream on How my about sock away. some on Laura's towel? Вот, away, убери. Давай Лоре на пальчик. Put my thumb away. Не надо ей на пальчик. Я ей на пальчик. Не надо. Oh, you got that fast. Оу, Oh, you are speedy. ты Wipe как off. быстренько схватил крем. Can I get it wiped off? I'm trying to be playful and engaging, even in all his protests. Я пытаюсь в игровой атмосфере подходить даже ко всем его протестам. Laura, I made a mess. Should I, wait. Вытереть с ноги, вытереть с ноги. More on your leg? Sure. I'll put a little more here. Еще на I'll put a ногу. little more. Whoa, I want to put a little more on your leg. На ножку. Oh, okay, I'll put На I'm ножку. gonna- but I'm gonna Не put- надо. You don't listen to it all day? Ooh, yuck. It doesn't taste like it. That's good. Let me wipe it off. Can I have some of my elbow? Я не хочу этого слышать целый день. Laura's trying to model this engagement since he's being so non-interactive. Wow, on your elbow? How about your other elbow? My other elbow. You want it on your elbow? Or На Laura's локоть. elbow? Давай на другой локоть тебе. Тебе на локоть или Лори? My elbow away. Okay, here, wipe it off. Can I wipe it off? Here, wipe it off. There you go. Laura, do you want some on your elbow? убери с Laura's ноги. elbow? Some on Laura's elbow. Wow. Look, on Лори на Laura's локоть. elbow, Laura's elbow. More elbow. Say more elbow, Laura's elbow? Sure, here you go, Laura. Oh, more Еще on Лори your на elbow. And he thinks this is funny, so now he's re-engaged Dot, with dot, us. dot. Dot, dot, dot. Ему уже начинает нравиться, и он начинает общаться, участвовать в коммуникации. Whoa! Wow! Should I do more dot, dot, dot on Laura? Okay, Laura. Here it goes. Dot, Еще dot, точечек dot. ей Oh! на руке. Oh. Oh. Wait, can I do on Bob's nose? Oh, me too. Мне на нос. How about Laura's nose? Oh, Bob.
Бобу на нос. Теперь Боря на нос. That's enough. Thanks, Oksana. Луке на нос. Okay, thanks. So you'll see from this that I'm trying to keep him engaged and honor or listen to what he says, but also take the lead part of the time. То есть вы видите, здесь я пытаюсь как-то вовлекать его в коммуникацию, я также стараюсь слушать его желания, чего он хочет, но также периодически беру ведение игры или этой нашей коммуникации в свои руки. Let's go on to the next slide of behavior as communication. Did we go the negative behavior? Did you mention that one? No, there you are. Okay. No, this one. So on this slide, I just tried to illustrate that behaviors are communication, and we have to interpret them sometimes. То есть, как я уже говорила, что поведение является коммуникацией, и нам нужно научиться его интерпретировать. So what we would call challenging behaviors are often communication. We just don't either want to listen or we don't understand the child. И то, что мы часто называем проблемным поведением, чаще всего является способом коммуникации. И мы либо не понимаем, что ребенок хочет нам сказать, либо не слушаем или не хотим слушать. When a child is hurting himself or others, when they're protesting, when they're aggressive, when they're crying, it's all communication. То есть, когда ребенок поведение агрессии, невнимания, либо самоагрессии проявляет, это все является способом коммуникации. And it's important to remember that negative reinforcers, such as yelling at a child or yelling at a person or hitting someone, oftentimes is reinforcing because at least the person is getting attention. И также важно понимать, что очень часто негативное поощрение, негативное какое-то внимание, например, когда кто-то может кричать на ребенка, либо шлепать его, это также может быть поощрительным, поскольку, по крайней мере, ребенок получает внимание. So when we lash out in frustration or anger sometimes and yell at our child or hit our kids, in many ways it's only reinforcing their behavior because they are at least getting our attention. Опять-таки, когда мы кричим, либо гоняемся за ребенком, пытаясь его словить и заставить делать что-то, мы можем поощрять поведение, поскольку мы даем ребенку внимание. Let's go to the next slide, evaluating behavior. Следующий слайд. You all know this scenario, this schedule of events that happens with children. Вы, возможно, или я уверен, знакомы с подобным сценарием, которое происходит с детьми. So, for instance, I walk with my children into a store. Например, я иду с ребенком в магазин. We call that the antecedent. That is something that happens before the behavior that we're going to observe. То есть это называется антецедентом. Что происходит до того, как проявляется определенное поведение. And so we walk in the store with our children, and perhaps our children start running around the store screaming or knocking cans of food on the floor. Например, мы заходим с ребенком в магазин, и он начинает кричать и бегать, и консервные банки с полок сметать. So that's their behavior. That's what they're doing. Это их поведение, это то, что они делают в данный момент. But the reinforcer or the consequence that I give that behavior is very, very important. Но каким будет последствие, каким будет поощритель этого поведения, моя реакция, очень важно понимать. Because it can turn into a game with the child. Because I start running around the store after the child, and the child is yelling and having a good time, and I'm reacting. That's a game for the child.
И если я начинаю гоняться за ребенком и кричать, ребенок начинает смеяться, и для него это превращается в игру. So instead, if I don't want the child to run all around the store, when he or she starts pulling the food off the shelf, I need to get them right back in the cart and leave the store and say, no running in the store, or something like that. Вместо этого, если ребенок при входе в магазин начинает сметать консервные банки с полок, что мне нужно сделать, это взять ребенка, посадить его обратно в тележку для покупок и выйти из магазина и сказать, что в магазине бегать нельзя. And my point in this is that we need to be careful what we're reinforcing, because sometimes what we see as telling a child to stop is only encouraging their behavior to continue. К чему я это говорю? Это просто для того, чтобы вы поняли принцип того, как мы можем своим поведением поощрять поведение ребенка. То есть, если нам кажется, что я сейчас пытаюсь прекратить это поведение, очень часто я на самом деле его поощряю. Okay, let's go on to the next slide. Следующий слайд. Okay, we also want to work on engagement and taking turns with children. Мы также хотим работать с детьми над развитием совместного участия, учить детей ожидать своей очереди или делать что-то по очереди. We call these circles of communication, where I do something, the child does something, I do something, the child does something, so that we're going back and forth in a shared activity. То есть мы называем это кругами коммуникации, кругами общения, когда я делаю что-то, ребенок делает что-то, я делаю что-то, ребенок делает что-то, по очереди. So let's look at a couple of videos to illustrate this. Мы сейчас опять посмотрим на несколько видео для того, чтобы проиллюстрировать это. And which one you want me to do? Do you have the Cameron? Cameron. Okay. Cameron language, small, I think. Yep. So what you'll see in this video is us taking turns. Вы в этом видео можете видеть, как мы делаем что-то по очереди. Вот желтая машинка едет. Кубик на машинку. С машинкой. He does something, I do something. We're playing with Он each делает что-то, other. я делаю что-то. Мы играем друг с другом. Go, yellow car. Nicely done. Потруси. Goodbye, dog. Goodbye, car. How about later? Пока, машинка. Потруси ее. Uh-oh. Should I turn it on? Very much. Включить машинку. Okay, here you go, Mater. Whoa! That's enough of that one, Oksana. Should I do butterfly? So in that video of Cameron, he's a little boy with a language delay and perhaps autism. We're on the fence about that. But we're trying to do a number of circles of communication, play with toys. То есть в этом видео этого мальчика однозначно отставание речевого развития. Мы еще пытаемся тут определить, понять, есть ли у него аутизм или нет. Но так или иначе мы здесь работаем над кругами коммуникации, над тем, чтобы делать что-то совместно, играть и ожидать очереди друг друга. Let's move to the next slide, Oksana, and not show the Krista video, just because I'm trying to watch the time. Окей. Следующий слайд. Okay, so
Is this the, let's see, routine with toys? Where's that This is slide? this is the one with Is toys, that, yes. it says routines with toys, The, joint attention? Okay, yep. I see. Yep. I'm sorry, I can't read Russian, so yeah, all right. Okay, so we try to set up, we call them joint activities, activities where the child is engaging and playing with us. Мы пытаемся создать какие-то ситуации, какие-то игры для того, чтобы дать возможность ребенку общаться с нами. So I want to show you two children that illustrate this, not this tension that we feel or this need we feel to engage the children frequently throughout our sessions. И я покажу вам два видео с двумя разными детьми, где мы пытаемся создать такие ситуации для того, чтобы дать ребенку многократные возможности в том, чтобы инициировать или общаться с нами, делать это по очереди. So the first video I'll show you is a little boy named Grayson, who is 22 months old. Первое видео — мальчик по имени Грейсон, ему 22 месяца. Grayson is a new patient for us, and this is his first treatment session. И он новый в нашем центре, и это его первая сессия терапевтическая, так сказать. And you'll see from this video, he is really hard to engage. И вы в этом видео сможете увидеть, его очень тяжело завлечь. So you'll see us creatively trying to capture his attention just for a few seconds to build turns back and forth. И вы можете видеть, как мы стараемся привлечь его внимание хотя бы на долю секунды, на пару секунд, для того, чтобы завлечь его в общение. Okay, go ahead. When I'm finished with a therapy session with this little guy, I am soaked with sweat. Обычно, когда я заканчиваю терапию с этим ребенком, с меня пот ручьем течет. This is Kim, one of our other therapists, and then this little boy's father is in the video too. Здесь есть также терапевт еще и папа ребенка. So I'm trying to be creative, do things that interest him, but also help him engage with me. Я пытаюсь творчески подходить, использовать то, что ему нравится, но также пытаюсь завладеть его вниманием. I'm trying to think fast. I'm trying to have activities that keep him engaged and change. Какие-то игры. Открыть. So this is Kim and this is Dad, and you'll see one of our other students in this video sooner or later as well. То есть это был папа, и у нас здесь еще есть студент, который учится, наблюдает. So here's some turns. Вот немножко в очереди я бросаю, ему даю. He's attentive, he lets me take a turn. Здесь он немножко обращает внимание, позволяет мне также очередь одну иметь, чтобы подбросить мячик. He mainly wanted to pull her over, not to hug. Он просто хотел ее потянуть на самом деле, не потому что хотел ее обнять. We got him in the chair just a little bit, which we thought was helpful. Нам удалось посадить его и несколько минут или секунд с ним поиграть, что, в общем-то, было успехом для этого в этом случае. So I'm trying to introduce activities where he engages with me.
То есть я and do it пытаюсь fast. ему разные игрушки, игры предоставлять, чтобы найти что-то, где он со мной будет участвовать на каком-то протяжении времени. So he's allowing our participation, both Kristen and mine, with these Здесь он toys. позволил на какое-то время и мне, и Кристе поучаствовать с ним. А вот это сюда давай покладем. I'm always thinking, what am I going to get next when he gets tired of this? Я уже думаю, что я буду давать ему в следующий раз, когда ему вот эта игрушка сейчас надоест. And I'm trying to be creative in my toys, so I don't open and close something, but that we do unusual things. И я пытаюсь творчески подходить, чтобы я не просто что-то открывал, закрывал, но мы какие-то необычные вещи делали. So that we want to keep his attention by these unusual things we do. И мы пытаемся привлекать его внимание какими-то вот этими необычными вещами, которые мы делаем. Now he's waiting. He's waiting because he likes this game. Вот он ждет, потому что ему эта игра понравилась. Okay, so the waiting is really important for this little boy, so that we introduce an activity and we wait. Научить этого ребенка ожиданию очень важно, поскольку нам важно видеть, что он ждет чего-то до того, как мы ему следующую игру или какой-то вариант предлагаем. So our purpose in this, of course, is engagement, but the way we do it is having lots of toys and activities that even last just a few seconds. И мы пытаемся здесь работать над совместным участием, но как мы это делаем, сейчас получается, предоставляя ему разные игрушки вокруг него для того, чтобы они привлекли его внимание хотя бы на несколько секунд. So so anyway, we've seen this little boy Grayson for 3 times, and in our last session, he even stayed in the little therapy room the whole time. We were amazed. И после 3 занятий, проведенных с ними, в следующий раз он уже все время мог остаться в этой небольшой комнате терапии, что для нас было огромным успехом. The other clip I'd like to show you that illustrates this is of a little boy named Timber. So this video is Timber and his mother. И следующий клип – это Тимбер, мальчик с его мамой. And what I want you to observe in this clip of Timber is, one, how creative his mother is in keeping him engaged. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, насколько творчески, креативно мама здесь себя ведет для того, чтобы его привлечь. So I just want you to watch this for a few, this is about 3 minutes. Watch this for 3 minutes and watch his mom's creative interaction with him. Это видео где-то 3 минуты, и я хочу, чтобы вы обратили внимание, наблюдали это время, насколько творчески мама коммуницирует и привлекает ребенка. He tends to isolate himself, and then you try to push your way in there gently with these toys, and it works really well.
Вот мне нравится, когда вы видите, что ребенок начинает изолироваться, вы пытаетесь с игрушками завлечь его обратно в общение. See how she intervenes when he is starting to get stuck and do these perseverative things. She doesn't allow that, and instead she plays with it. Как она начинает прерывать его, когда он начинает стимулировать на предметах, она начинает участвовать. So she uses the ready, set, go as a means of holding his attention. То есть она говорит, сейчас, давай, поехали, для того, чтобы привлечь его внимание. Ready, set, go! She's very creative in her use of these balloons. Она очень творчески подходит. He really likes this, and he's enjoying it with you. I know, and he's actually staying with He's staying with you for a long time. you. Got it? Он рыгочет и, соответственно, продолжает участвовать в игре. What happens if you just wait for him? So I say, now wait, Will he let's come see. at you? Go. And That's there good. he said That was go. really nice. И вот она уже в этот раз ему говорит ready, set, go. До этого она говорила, и в этот раз она сказала ready, set, и уже ребенок закончил фразу, он сказал go. That was his first word in this tape. At your place now. Ready, Вот там будешь прятаться теперь, это твое место там. And there's his word go again. That was great. Okay, thanks, Oksana. Okay, let's go on to the slide, follow the child's lead, number 3. Okay, перейдем к следующему слайду. So we want to follow the child's interest, follow what they're doing, so that we keep this social dance, this interaction going. То есть мы хотим следовать за интересом ребенка, помогать ему продолжать участвовать в игре, то есть как бы продолжая поддерживать такой социальный танец. So let's do a video here. Oksana, let's do the one, the Christian Olivia video. Сейчас я покажу еще одно видео. So these are 2 children with autism that I have in a social skills group. Это 2 ребенка, у которых аутизм, и они участвуют в группе социальных отношений. That is a big deal. It's a big Can I see my stuffed animal? Of course you can. You want a stuffed animal?
А можно мне моего зверенка? I don't know, you want to borrow a book? Yes. That's a good idea. Okay, here's the next book. This is very funny, but before I do that, I grow some bubbles. Yes! Okay, Big so bubble! how big? Gigantic bubble! Christian, how big a bubble should I do? Yeah. So Olivia says about this big. Okay, here, you ready? I hope so. Оливия говорит, давай пузырь вот такой большой сейчас надуем. Oh my God! Woo! Yeah, I was gonna catch that. Olivia, your turn. Оливия, твоя очередь. I'll do the big bubble. You want to do big bubble? Маленькие пузырики. Я сейчас большой надую. Olivia, stay. Oh yeah, thank you. Very nice. Kristen. I've seen both of these kids since they were about 2.5. Shall I do a big one or a А я работала с этими детьми где-то когда им было 2,5, мы начали. Let me try one more time. Are you eating? Я еще раз попробую. Okay. Что, кушать будешь пузыри? Ну, сейчас я еще одну большую надую, потом что-то другое будем делать. So now they like this eating the bubbles game. Oh, there it goes. Oh, gross! Did you Okay, guys that's both enough of lick the sound. bubble? I know. No, you licked it and you licked it. Oh, that was awful. So I just showed you a small clip of this, but in our social interaction sessions, we're trying to build interaction between the small group of us where we depend on each other. То есть, когда мы проводим занятия в таких группах, мы пытаемся наладить социальное общение между несколькими людьми. Let's go on to the slide, conversational goals. Следующий слайд, разговорные цели. So when we work with older, more capable children who have language, these are some things we have to think about. То есть, когда мы работаем с более взрослыми детьми, у которых есть язык, мы работаем над следующими целями. We have to teach children purposefully to be willing to listen to others, to take their turn, to wait. Мы хотим научить их, чтобы они по собственной воле ожидали своей очереди и были готовы слушать других. We have to teach children to be balanced, so they have to learn to listen more. То есть, чтобы был баланс в коммуникации, чтобы они научились больше слушать. We have to help children with perspective of how others see them, so they're more willing to use more typical interaction styles. Также мы хотим научить их видеть перспективы других людей, видеть понимать то, какими их видят люди другие, для того, чтобы это мотивировало их использовать более типичное поведение в общении. And many children, we have to teach them to use less formal language so that they fit in with their peers. So we work on slang and jargon skills. И также мы хотим их учить менее формальному языку для того, чтобы они могли более вписываться в обычную среду. То есть мы их учим каким-то поговоркам, пословицам или сленгу, которые используют напарники. Let's go on to the next slide, specific problems. Теперь перейдем на следующий слайд и будем говорить о некоторых конкретных проблемах. So here are some specific issues that we work on in speech and language with children. Вот конкретные проблемы, моменты, над которыми мы работаем, когда мы занимаемся речевой терапией. Some of these I've mentioned, so I will go through this list fairly rapidly. Некоторые я уже упоминал, поэтому те упомяну очень только быстро. So kids who are not yet verbal,
we work on sign and gestural communication so children learn to be intentional communicators. А дети, у которых нет еще пока языка, мы учим их жестикуляции и языку жестов для того, чтобы построить мост к коммуникации. When we teach pronouns, I use a second person in the room so that I become a person with the child and the other person becomes the referent for the pronoun. So then it's pragmatically appropriate. А когда я учу ребенка местоимениям, я всегда использую еще дополнительного человека. Таким образом, я становлюсь как бы одним тем с ребенком, и другой человек может быть третьим лицом. So when I use I for me or I use the she for somebody else, it's pragmatically appropriate that way because it's somebody away from the child. То есть, когда я учу, например, я и она, я использую другого человека, потому что тогда это прагматически правильно. Это я, и другой человек, это не ребенок, это третье лицо. We often have to work on speech clarity with children, so we assess their word shapes and help them become more understandable. Мы часто работаем над четкостью речи, мы помогаем, учим их формированию слогов для того, чтобы их речь была более понятной. Many children use word fragments, and so we have to help them to use more complete words so they're more understandable. Часто дети используют только кусочки слова, и мы пытаемся помочь им развивать способность и использовать целые слова. We need to teach children the importance of responding to and initiating facial gaze, and both by teaching it and modeling it. И нам нужно учить ребенка реагировать и инициировать выражением лица и взглядом. И мы моделируем это и учим их этому. We work on proximity, how close or far away from you stand from other partners, so that the children can fit in better. Мы также учим их, на каком расстоянии правильно стоять, когда мы общаемся с другими, опять-таки для того, чтобы ребенок легче вписывался в типичную среду. Many children, when we ask them a question, children with autism, when we ask them a question, just echo or imitate our question instead of giving an answer. Очень часто дети с аутизмом, когда мы задаем им вопрос, вместо того, чтобы на него ответить, его повторяют, что называется, эхолалией. One of the several ways I work on that then is to ask the question in a soft voice and then give the answer in a louder voice so the kids are echoing the answer that I want them to give to the question. И что я делаю в такой ситуации? Я очень часто задаю вопрос более мягким, тихим голосом, а потом моделирую ответ более громко, для того, чтобы ребенок повторил ответ, а не вопрос. And we often use a schedule, a picture schedule or a word schedule, so children learn the idea and concept of when something happens. Мы также используем специальные расписания с картинками для того, чтобы помочь людям понимать, когда что-то будет происходить. I realize it's now 9 o'clock. I have probably about another 20 minutes of material, so I'm just going to keep talking, and I realize that some people will have to drop away, but I'll keep going to finish out my lecture. Я вижу сейчас по времени, что ровно 2 часа прошло с того времени, как мы начали официально. У меня, наверное, осталось еще минут 20 материала. Те из вас, которым нужно уходить, вы, соответственно, можете выйти. Я буду продолжать, чтобы закончить тему. And also show those couple of videos that we didn't show before. И также покажу пару видео, которые мы еще не показали. One of the
problems that many parents express to us is that their child cannot tell them what they did during the day at school. Очень часто родители делятся со мной тем, что их дети не способны рассказать им или что-то, как-то дать им знать о том, что они делали в школе в этот день. And what I suggest the parents do is have the teacher send home on just a little piece of paper several activities that happened during the day. А что я рекомендую в таком случае, это чтобы родители попросили учителя на бумажечке написать пару предложений или пару занятий, упомянуть, чем они занимались с ребенком. So then the child is able to actually tell the teacher what they did because the parents has the card in front of them that says what happened. So the parents can prompt the child, and what the child is saying is really what happened. Таким образом, это может помочь ребенку рассказать им, если это будет перед глазами ребенка как знак напоминания, напомнить ему о том, что он делал. Okay, let's go to the next slide, specific problems. This is one with gestures. Следующий слайд. Okay, so with gestures, we model and prompt gestures. Put things up so the child has to use a pointing gesture, for instance. Can you say it again? I couldn't hear, Bob. Oh, sure. So when we're teaching gestures, we model and prompt the child to use gestures in a meaningful way. То есть, когда мы учим жестам или жестикуляции, мы их моделируем и подсказываем ребенку, таким образом уча его использовать жесты целенаправленно. We have to purposefully work on social interaction so that especially we teach children to draw attention to themselves for the pure pleasure of other people engaging with them. Мы учим ребенка социальному общению, тому, как привлекать внимание к себе, чисто с целью того, чтобы получать удовольствие от общения. We work on empathy by, in one way, by exaggerating our facial expression and how we feel about something. Мы учим детей развивать сочувствие тем, чтобы мы делаем это, преувеличивая наши выражения лица, наши реакции на что-то. We work on flexibility, especially flexibility in teaching the children how to respond to errors or when they do something wrong or when they lose. Мы хотим работать над гибкостью, особенно уча ребенка, как они могут реагировать на какие-то собственные ошибки неожиданные или на те моменты, когда они, например, проигрывают в какой-то игре. Children with autism, as you know, oftentimes have difficulties with transitions, so we try to practice those transitions. Как вы знаете, очень часто у детей с аутизмом проблема с переходом от одного занятия к другому, и мы моделируем это и работаем над ним. We teach, so we often practice helping the child lose a game so that we warn them, now let's practice you losing the game this time, and give them lots of support so it's a positive experience. И мы, например, можем в игре специально заранее договориться о том, что в этой игре ребенок проиграет. Мы готовим ребенка к тому, как говорим, что, вот, возможно, если ты проиграешь, то так-то и так-то будем делать. И когда ребенок проигрывает, соответственно, мы предлагаем ему много поддержки эмоциональной. And it's important to work on questions, both understanding and use of questions, and for that we often use a third person in the room. Нам также важно работать над тем, чтобы учить ребенка понимать и задавать вопросы, типа что, где, когда. И мы это делаем, опять-таки, используя дополнительного человека в комнате или при занятии. Okay, let's go to the next slide. Specific problems, building longer phrases. Следующий слайд. Okay, so
Another objective of ours as language instructors is to help the children build longer utterances to communicate more abstract information. Также одной из нашей целей становится помочь ребенку начать удлинять их фразы и научиться передавать более абстрактные понятия. So let's run the video of Jack Laugh Dog Food. Which video? Jack Laugh. Jack Yeah. Laugh Dog Food one. Just a second. Okay. Следующее видео. So in this video, Jack and I are playing back and forth together, but I'm also trying to expand his language. В этом видео мы с ним играем, делаем что-то по очереди уже, и в этом конкретной ситуации я пытаюсь помочь ему использовать более длинные фразы. So you'll see that when he says something, I will often repeat it back and add just another word or two. И вы можете заметить, что когда он что-то говорит, я это повторяю за ним, при этом добавляя еще хотя бы одно дополнительное слово. But you'll also see how engaged he is and how much pleasure he has in this interaction. Вы также сможете увидеть, насколько он вовлеченно участвует и насколько он делает это с удовольствием. And that's what keeps this interaction going. И именно это помогает нам продолжать эту коммуникацию и эту игру. Okay? You can run it. Еще? Mommy's pretending to eat dog food. He thinks it's funny. Мама делает вид, как будто она какашки собачьи кушает. Он это весело. Mommy eat the dog food? Маме eat, говорит, маме eat the dog food. Мама кушает, он говорит, мама кушает собачьи какашки. Фу. Не заставляй меня кушать собачьи какашки. Now I wait for him to say something and respond to Я that. жду, он говорит, что мама, кушай какашки. Ой, ей не понравится. О, фу. Daddy eat the dog food? Okay, Daddy eat the dog food. Папа кушает какашки. He doesn't like it. Oh, he says gross. It's terrible. Okay, well, let's have the dogs eat. Watch. Пусть собачки кушают. Mommy eat food again. So should I pick her up? Okay, here she goes. Mommy, do you want to eat the food? Мама, хочешь кушать еду? No, eat food. Okay, let's try it. Okay, that's enough. Want me some more? So in this clip, I'm trying to illustrate several things. В этом видеоклипе я пытаюсь несколько проиллюстрировать моментов. I'm combining my activities with words so the child has opportunities to take turns with me. Я сочетаю игру со словами для того, чтобы у ребенка была возможность участвовать со мной. I'm not just lecturing, but I'm using toys with him where he can take a lot of the initiation. He can be the leader much of the time. Я не просто ему лекцию читаю, занятия провожу, а я использую игрушки таким образом, чтобы у него также была возможность проявить инициативу. Let's go on to the next slide. The one that says use peers or another adult. Перейдем на следующий слайд. There we go.
So we often use, as in social language groups, peers and adults to provide models, like I mentioned, what we do when we're teaching pronouns. Мы часто используем дополнительного сверстника или другого взрослого для того, чтобы моделировать что-то, как я уже говорил, о том, мы делаем это, например, когда мы учим местоимения. We help the child handle interruptions. We teach them how to lose at games and try to use other props so that children can see visually that the game is over, as well as just using my words. Мы помогаем ребенку как-то реагировать, когда кто-то перебивает или переводит тему. Мы учим их, опять-таки, использовать очередь. Мы часто используем какие-то предметы для того, чтобы дети могли четко видеть и четко понимать, когда их очередь говорить или когда их очередь слушать. And we often have to practice the child being polite or how to use tact and how and when to be assertive to protect themselves. Мы также практикуем вежливость, учим их манерам или такту, а также напористости. So let's do that video of Grace Angry role play, the Grace Angry one. Следующее видео. This video I'm going to show you is me role-playing with Grace, a teenager with autism, and how to be assertive, how to say no to others. В этом видео я разыгрываю роли с этой уже более взрослой девочкой с подростком, как быть твердой и как четко и твердо говорить «нет» кому-то. So I'm pretending, you can't hear this very well, I'm pretending to borrow some money from her. Я разыгрываю роль, как будто я прошу у нее денег одолжить. So I'm role-playing being a guy that's really buttering her up, just saying you're a beautiful girl. Я тут разыгрываю роль, что я вот мальчик и пытаюсь ей говорить, какая она хорошая, красивая, и прошу денег. Она говорит, что я даю кому-то деньги только когда на это есть весомая причина. Я ей тут рассказываю, что я тут кошелек дома забыл. Извини, я не могу. Люди мне все говорили про тебя, что ты такая щедрая. You know how I like what he's talking about is when that guy wrote in your locker. Instead of making you feel scared, that should have made us mad. That should have made you feel mad. So for my locker, sometimes I don't twist it just because when I do it defaults. Oh yeah, of course. And someone broke into my locker. At first they just wrote, "Hey, I like you." And at first I was just kind of curious, like, who wrote this? And then a week later there was another message, and it kind of scared me a little bit. She told me, sure. Said, "Hey, sexy, love the body." То есть это немножко было тихо, я не очень хорошо услышала, что ей подсказывали говорить. То есть ей здесь помогают, в общем-то, учат ее, каким образом она и что она может говорить в такой подобной ситуации, когда кто-то пытается, ой, как это по-русски, выгоду какую-то извлечь из таких детей из-за их наивности. So you can see with Grace, we were role-playing her saying, "No, you cannot have money from me," and the other is, how does she respond to this overture from a boy that may have been fairly innocent, but she didn't know what to do.
То есть мы здесь разыгрываем роль, что она может отвечать в подобной ситуации, когда вот так мальчик может пользоваться ее наивностью и пытаться от нее что-то получить. So let's see. Let's go to a video. Can you find the video that it's called Tom and Daniel Play? It's clip 2002-10-09-12. Let me see. I do not remember putting with that one in Bob. May not. Yeah, I don't think we have that one in here. Okay, Oh, that's fine. Let's do clip 2002. Yeah, I do have it. I do have it. Is it the dad and little Daniel playing together? I have to open it to see. I assume. Yeah, sure. I'll just open it. Yeah, this is a little boy with autism and his father playing together. Yeah. And okay, so this is a clip of a Это father мальчик and his с little boy. аутизмом и его папа. Они играют вместе. And what you'll notice in this clip is that they are playing with the same toy, but they're not playing together. И вы можете увидеть здесь, что они играют одной игрушкой, но на самом деле они не играют вместе. So Daniel, the little boy, opens and closes the barn, and the dad describes what he's doing, but there is no interactive play. То есть мальчик тут открывает, закрывает двери на эту ферму, а папа при этом описывает, что он делает. Но на самом деле интеракции между ними не происходит. Okay, you can go ahead and do that one. You know what that does? Знаешь, что это делает? Так. Sound like that. Box. Yep. Замыкает. Это открывает теперь. So even though they're playing with the same toy, they're not really playing with each other, being dependent on each other for the moves. То есть, хотя они играют одной игрушкой, на самом деле не играют вместе, нету такой взаимной зависимости друг от друга во время игры. So, Oksana, now can you put Еще up the один clip, животный, Daniel? давай его тут поставим. That's enough. That's enough of this. Закроем опять, закрываем, замыкаем ворота. So now we'll do the clip that shows me prompting the father in what to do. Теперь я покажу следующий клип, где я помогаю папе, подсказываю ему, как лучше играть. So in this one, I'm telling the dad, Which one I was want that? you to do something, and then take your turn, so that so Daniel, your son, has a chance to do something. То есть здесь я папе говорю, что сделайте вот что-то, используйте свою очередь для того, чтобы потом также дать очередь ребенку ответить или отреагировать. Is it in the same clip or is it a different one? Different clip. It's called Daniel, Take a Turn and Wait. Okay. Just a second. Я найду это видео. Okay. Yeah, what I want you to do for a minute is, for about 5 minutes, I want to really use this technique of take a turn and wait, so that he does something, and then you respond to it, you do something. So I'm going to cue you, and I'm not going to, for these 5 minutes, I don't want you to be so directive, and let's have you follow him. And I just want to see how that works with you. So when he extends some, yeah, what I want you to do for a minute is, for about 5 minutes, I want to really use this technique of take a turn and wait, so that he does something, and then you respond to it, you do something. So I'm going to cue you,
And I'm not going to, for these 5 minutes, I don't want you to be so directive, and let's have you follow him. And I just want to see how that works with him. So when he extends something, play with it, you know. Он учит его, как помогать ребенку по очереди что-то делать. Okay, I'll hit it now or something. Вы можете вмешаться там и сказать, а теперь давай я постучу палочкой. Положим крышку, оденем. Now wait. А теперь подожди. Now wait. Maybe hit the floor or hit your shoe or something like that. Oh, here, follow Стучать him. по полу теперь. Okay, now wait. Я стучу, потом ты. Now try hitting it with your hand, Подожди. maybe, or now wait. See what he does. Попробуй теперь рукой постучать. Подожди. Now wait. Now try hitting it with your foot, Dad, or your nose or something. Now wait. Теперь попробуй ногой стукнуть. Okay, Dad, take your turn. Hit it with your foot. Oh, good, Dad. Okay, now wait. Теперь ты, папа, давай носом. Take your Молодец. turn. Теперь смотри, что он будет делать. Теперь ты. Turn now. Теперь Okay, твоя take your очередь. turn, Dad. Okay, now wait. Ногой. Turn, Dad. Подожди. Keep waiting. Good, take your turn. That was it, take your turn. Okay. Okay, now wait. You can end that one, Твоя Oksana. очередь. So, Good, Dad. That's a nice so rhythm. see how this boy and his dad Okay, now this time are we get playing to do something together else. now. Теперь они играют вместе. Now wait. That's it. It's very All nice. right, you can end that, Oksana. That's enough. Now wait. Okay, so in that clip, because the dad took a turn and then the boy was allowed to take a turn, they were engaged together. В этом видеоклипе, поскольку когда папа сделал что по очереди, потом позволил ребенку его очередь использовать и что-то сделать, это привело к интеракционной игре. The boy's facial expression and his interaction style and his whole affect changed because they were playing together. Его выражение лица ребенка, его положение тела, все его состояние изменилось, поскольку в этой ситуации они играют вместе. Let me show you one more video clip, and Oksana, that'll be the one of James H. Older. И сейчас я вам покажу последний видеоклип. Yeah, I got it. Okay, so this is James, whom you saw as the little boy using signs, used the sign for train and some others at the first of my talk. Этот мальчик Джеймс, которого вы могли видеть в начале моей презентации, тот ребенок, который на тот момент использовал только жесты, если вы помните, он показывал поезд, показывал еще. Start with a book today. Начнем с книжкой сегодня. How did you know that? Mouse on the back. Как ты знал название книжки? There's a mouse on the back. It means the book about if you give a mouse a cookie. Wait, I've got a question. Do you think a То есть mouse если can really на последней страничке мышка, значит, книжка называется «Когда даешь мышке печенье», есть такая книжка на английском. they can burrow inside the cookie? Yeah. Oh, I hope not. Burrow? Would they eat the whole thing or just a little bit? I don't know. You know, I don't know. What else И они do все печенье едят или только чуть-чуть? Cheese, of course. Что еще мыши едят? Сыр, Okay, how about йогурт едят?
Нет. Sure. А пиццу? Yeah, the pizza. А, I think so. если Мыше пиццу дать, думаете, она будет кушать? А ты любишь пиццу? Да. Какую? С сыром. I like pizza. I'm trying to use the gesture to get him to ask me a question. Я пытаюсь жестом показать ему, как бы намекнуть на то, чтобы он меня спросил теперь, какую пиццу я люблю. So he got the idea that I want him to ask somebody else a question. Он понял, что идея была того, что я хочу, чтобы он кого-то спросил. Он повернулся, спрашивает ассистента. Потому что я Which тоже is now a такой. major goal with James since he has so much language now. И теперь наша основная цель вот с ним помочь ему инициировать, задавать вопросы, поскольку словарный запас у него уже достаточно большой. Okay, you can end that, Oksana. It does. Wow. So that's plenty. I'm amazed that so many of you stayed through this whole 2.5 hours. I appreciate your attention. We have one more video that we're going to schedule at a later date. Я восхищен то, что большинство из вас осталось до самого конца. Мы, в общем-то, 2,5 часа уже сидим, общаемся с вами. Скажу вам то, что следующий вебинар мы запланируем, дату вам знать дадим. You'll see that I gave you some additional recommendations toward the end of the lecture. Вы в слайдах можете видеть, что я даю нам дополнительные рекомендации. And these are some important principles that we will talk about in the third webinar, as well as specific autism strategies. И это важные рекомендации и моменты, о которых мы будем говорить и в третьем вебинаре, и о определенных стратегиях работы с ребенком. So again, thank you for your attention. I appreciate your hanging in with me for 2.5 hours, and we'll schedule one more within 6 or 8 weeks. И опять-таки спасибо за ваше внимание, что вы все остались так долго со мной, прослушали вебинар. И, как я уже сказал, в последующие где-то 6-8 недель мы проведем следующий вебинар. Okay? Значит, я буду также прощаться. Опять-таки спасибо за ваше внимание и до будущих встреч в эфире, так сказать. До свидания, с Богом, всем до свидания. До свидания. Thank you.